нашем канале Table Tennis for You. С вами, как всегда, Олег, и сегодня мы будем рассматривать и делать обзор на накладку, которую просили также много раз рассказать о ней, сделать на нее обзор, протестировать и показать, главное, ее игровые характеристики, как она себя ведет в игре. Сейчас у меня в руках накладки Xiaomi Mega 7 евро. Как-то все не доходило до них. Я расскажу почему. Потому что я не люблю особо мягкие накладки, а эта накладка является ярко выраженно мягкой, с мягкой губкой, с мягким топшитом. И поэтому я как-то не доходило до нее дело. В общем, сегодня мы все-таки ее разберем, покажем, как она ведет себя во всех игровых элементах. В конце, как всегда, анализ. Тестировать мы будем ее вместе с мастером спорта Украины Полиной Шумаковой. Всем тем, кто писал в комментариях на предыдущем видео с Полиной, давай еще вот с ней тест, вот вы дождались, наконец-то мы тестируем вместе с Полей. Давайте посмотрим, что вышло. В конце, как всегда, анализы.
Уверенно. Сетку летит. Сейчас я собираюсь.
вверх, блин, выдергиваешь. Зажатая. Постоим, поподставляем. Итак, накладка Xiaomi Omega 7 Evo. Вышла она в 2018 году вместе с накладками из этой же серии Xiaomi Omega 7 Pro, Xiaomi Omega 7 Asia и самый последний вышел Xiaomi Omega 7 Tour. Является самой мягкой в серии, является также, наверное, чуть-чуть медленнее, нежели Omega 7 Pro, то есть, наверное, самой медленной в серии Omega 7. Но, тем не менее, серия как бы сама по себе довольно быстрая, то есть она самая как бы контрольная из этой серии. Поиграли мы с Полиной по элементам. Я, в принципе, не любитель мягких накладок, но, в принципе, на ее основании, у нее основание Butterfly Viscaria, в принципе, неплохо стоит. Ну, так как я все равно, в принципе, мне не нравятся мягкие накладки, то я не любитель их. Она играет этой накладкой слева, я слева, в принципе, не могу, если справа, то еще могу играть мягкой, то слева, в принципе, мягкие накладки это не мое. Но, в принципе, у нее даже так контрольно, комфортно все получалось. И вставки все, то, что присуще жестким накладкам, и мяч не выплевывает. Но для этих накладок также характерный есть чпоник, который вот что-то напоминает Tenergy 05FX, которая по вращению она довольно цепучая, то есть как и вся серия Omega 7, кто играл хотя бы накладкой там 7 Pro, 7 Asia, знают, что цепляют они очень здорово, ничем не хуже, чем Tenergy. Ну да, у Tenergy, возможно, чуть-чуть есть сильнее зацеп, но Omega 7 не уступает практически другим накладкам вообще. Что понравилось? Понравился хороший контроль, блок, отличное вращение, ну и возможность, наверное, ударить плоско, перекрутить этот мяч. Я вот почему-то ушел от мягких, потому что с введением пластикового мяча мягкими накладками стало труднее чуть-чуть играть, из-за того, что мяч тяжелее прижать, тяжелее, но тем не менее Полина очень хорошо и говорит, что и контрольно, комфортно играть этой накладкой, играет она уже довольно давно, то есть она поменяла основание, у нее раньше был SK7 Корбель, она играла на неон этой накладкой, говорит, ну очень нравится, как бы ничего не хочу менять. Еще у меня был нюанс такой, я когда вот первый раз тестировал Xiaomi Omega 7 Pro, даже не тестировал, взял попробовать. Взял человека, пообращал это, ну, вот все круто как бы получается. Потом смотрю, а я пробовал Европу. То есть на корпеле стояла Европа и прошка с другой стороны. Я сначала поворачивал Европу, думаю, ну классная прошка, я думал, что это Pro. А потом как бы взял Pro, но она мне еще больше понравилась. То есть вот, как работает в принципе внушение. Мне очень понравилась и Европа, но опять же Pro еще больше из-за того, что она чуть жестче, как бы под мой стиль игры подходит. Понравилось то, что в перекруте себя хорошо ведет, короткая игра очень комфортная, то есть не выплевывает мяч. Вообще серия Xiaomi Omega 7 очень удачная получилась. Мы разбирали все накладки из этой серии. В описании под видео вы сможете посмотреть тесты других этих накладок, то есть серии Xiaomi Omega 7. Мы укажем это под видео. Ребят, по поводу долговечности хочется немного поговорить. У всей серии Xiaomi Omega 7 она в принципе очень хорошая, так как ее хватает, ну, там, мне лично 3-4 месяца, если это же хватает на 2 месяца. Там Доник
в принципе, тоже в этом же диапазоне, то, в принципе, этих накладок довольно прилично хватает по меркам с другими на данный момент. Как бы хорошая долговечность у серии Xiaomi Omega 7. Фирма Xiaomi над этим поработала. В принципе, как бы по долговечности вопросов нету, держится довольно долго. Вы просили сравнить его с другими накладками. С чем его, допустим, берем с Tenergy 05FX аналог, который, в принципе, Tenergy 05FX будет чуть-чуть быстрее, чем Xiaomi Omega 7 Euro, будет чуть-чуть, наверное, цепче. У всей серии чуть-чуть Tenergy всегда есть как бы вот этот чуть сильнее зацеп. По контролю будет вот это контрольное явно. Так, теперь сравниваем, например, с Donic Barracuda. Это будет быстрее, это будет мягче и это будет цепче. Donic Barracuda тоже очень цепучая, но она идет медленнее, как бы идет с губкой средней жесткости. Тут же губка ярко выражена мягкой, как я говорил. Так, что еще можно? Blue Storm Z3. Это идет быстрее, это идет по зацепу вопросов нету, что там, что здесь очень хороший. Но это будет чуть как бы быстрее и, наверное, по жесткости чуть-чуть не такая мягкая, как Blue Storm Z3. Поэтому, друзья, советую эту накладку брать всем любителям накладок с мягкой губкой. Она является одной из самых популярных на данный момент по всему миру, эта накладка. Очень хороший вариант для тех, кто действительно любит такой долгообразный полет мяча. Накладкой легко обработать мяч, то есть мягкими более проще и легче обработать, нежели жесткими. Кто любит такого плана накладки, я вам советую как отличный вариант вот Xiaomi Omega 7 Европа. Также по уровню игры, в принципе, начинающим она, наверное, будет чуть-чуть быстровато, а если уже чуть-чуть как бы продвинутый любитель, как бы освоил технику наката топ-спина, то в принципе можно уже ставить, если это не быстрое основание, то вполне оно станет и подойдет для дальнейшего как бы развития. Вплоть до уровня мастер спорта и выше, то есть позволяет выполнять все технические элементы, то есть есть накладки, которые не позволяют что-то делать с них. Там это накладка надежная, это накладка фирмы Xiaomi, которая разрабатывает прекрасную продукцию, которая играет топы в топ-100 мира. Напомню, сейчас подписал контракт с фирмой Xiaomi Calderano, бразильский игрок, очень перспективный, все его знают. Также играет кореец Ян Мюнсик накладками фирмы Xiaomi, то есть по их игре можно сказать, что накладки действительно позволяют делать все, что хочешь. Поэтому, друзья, выбирайте для себя нужную накладку, обращайтесь в наш магазин ttfu.com.ua, приобрести можно ее у нас. Будем надеяться, что для вас этот обзор был полезен и интересен. Поставьте нам 100 лайкосиков, мы надеемся на вас, мы очень старались. Не жмите, поставьте. И, конечно же, поделись своим мнением по поводу накладки в комментариях под этим видео. Спасибо вам за внимание, с вами был Олег и канал Table Tennis for You. Видите?